Всем здрасте! Хочу рассказать про наше мини-путешествие в шалаш Ленина и сарай, где Ленин скрывался. И мы поехали туда не просто на машине, а решили приехать в Сестрорецк. И в Сестрорецке мы на маленьком пароме поплыли по разливу до самого шалаша, как раз-таки на лодках добирались из сарая, вот как раз-таки в шалаш. Сначала Ленин прятался в сарае очень короткое время, вот у Емельяновых, а потом он на лодке прямо от дома Емельяновых поплыл именно в свое следующее укрытие, в шалаш. Там он притворялся крестьянином и, так сказать, косил сено на больших-больших полях. Ему в свое время сделали там стул. Это были обычные бочонки, бревна, поставленные друг рядом с другом, где Ленин писал. Также можно увидеть там памятник Ленину, он гранитный. Там с 4 сторон он по-разному выглядит. С одной стороны, это изображение шалаша с такими лесенками, точнее лестницей, как будто бы это трибуна. С другой стороны, это две такие стены, как будто бы это урбанизация, это город. И именно у этого постамента раньше принимали пионеров. Вот. Очень все было интересно. Так как это все происходило во время карантина, мы все были абсолютно в масках. Вот. По большей части все экскурсии старались проводить на улице и контролировали количество людей, которые находились в одном помещении в одно и то же время. Вот. Но это было все равно очень интересно. Так что вот, смотрите, пожалуйста, ездите. Даже в Ленобласти есть еще очень много мест, куда можно заглянуть. А вот тут мы уже как раз-таки у самого сарая. Сам сарай погружен, точнее помещен в стеклянный саркофаг, чтобы он не разрушался, потому что он вот как был построен, так его и не перестраивали. А из-за нашей прекрасной погоды питерской, естественно, идет разрушение. Так что было принято вот такой саркофаг соорудить сверху. Вот там видно, где писал тоже в свое время Ленин. Местечко ему подготовили. Вот, а так очень красивое место. И с погодой в то время нам повезло очень сильно. Не было, да. Хотя электричество в Сестрорецке проводили достаточно быстро, но в первую очередь, конечно, для заводских нужд. Вот была плита, потому что семья здесь жила все лето, и нужно было, конечно, и готовить тоже. Вот часть предметов у многих до сих пор в квартирах таких же есть, например, вот такие утеплилочные у многих сохранились. Вот такой вот. Вот такой вот этот самый чугунок тоже, да, обязательно почти. Это есть. А на этом у нас экскурсия закончилась. Так что всем желаю путешествовать даже по своему городу, району, области. Всегда, везде, в каждом, любом месте есть что-то интересное. Так что увлекайтесь. Всем счастья и пухлых кроликов.